Всем привет, с вами канал Календарь Рыболова, меня зовут Алексей. Вот такая вот погода, а точнее сказать непогода, бушует уже 4-е сутки. Такой шторм, сложно даже набрать воды для приготовления пищи или чая. Приходится карабкаться по скользкому дереву, что даже такую простую задачу становится проблематично выполнить. Ну а кроме того, постоянный дождь, туман и пасмурная погода не дают возможности панели зарядить аккумулятор. 2 суток я абсолютно не пользовался электричеством. И за это время удалось лишь на 50% зарядить свой телефон. Поэтому панель сейчас очень неэффективна. И нужно думать, как выходить из сложившейся ситуации. Ну а долгими зимними вечерами, да еще и в полной темноте, кроме как думать да размышлять, заняться больше нечем. Ну и мне пришла в голову мысль, как решить проблему с электричеством. Я хочу купить новый аккумулятор. Почему аккумулятор, а не еще одну панель? Сейчас я объясню. Панель я проверил, отключив ее от аккумулятора и напрямую подключив лампочку, которой я пользуюсь в помещении, в землянке. Лампочка эта диодная на 3 ватта. Так вот, в такую вот пасмурную погоду она горит, но даже не в полный накал. И такой силы тока очень мало для зарядки аккумулятора. Поэтому еще одна панель навряд ли бы кардинально изменила ситуацию. Поэтому я решил взять аккумулятор. Вот еще по какой причине. Совсем недавно в личных сообщениях мне писали рыбаки, которые живут в моем регионе и периодически приезжают на этот водоем на зимнюю рыбалку. Так вот, что они предложили. Когда станет лед, и у них будет возможность приходить рыбачить со льда, они готовы помогать мне продуктами, бензином для бензопилы, взамен на то, что я буду закармливать их лунки. А как знают все рыбаки, что постоянно кормленные лунки – это залог успешной рыбалки. Ну и, соответственно, я с ними списался и попросил о такой услуге, что я, как и договаривались, буду кормить лунки, а они будут привозить мне заряженный аккумулятор, а забирать уже разряженный. Как я уже проверил, аккумулятора на неделю мне хватает без проблем. Новый, думаю, будет работать еще лучше. Поэтому думаю, что вот так вот с остановлением льда у меня наладится ситуация с электричеством, и я смогу чаще записывать ролики, ну и в общем-то не так сильно экономить электричество, потому что, как я уже говорил, весь световой день уходит на приготовление пищи, заготовку дров, и как бы на работы уже особо не остается времени. Но это не интересно ни мне сидеть без дела, ни естественно и вам. Ну и кроме того, финансовый вопрос. Солнечная панель недешево стоит, поэтому решил пока обойтись одним аккумулятором. В общем, позавчера я загрузил старый разряженный аккумулятор в рюкзак и вышел в путь в сторону своего поселка, так как других вариантов сейчас выбраться отсюда нет. В такой шторм никакой человек нормальный на резиновой лодке, на ПВХ не пойдет, это очень опасно. Поэтому единственный путь отхода это был пешком. В общем, я позавчера вышел в сторону дома. С трудом дотащил аккумулятор, потому что был дождь, промок, падал несколько раз, грязно. Пришел как... В общем, не без труда я добрался до дома. На следующее утро купил аккумулятор и начал собираться в обратный путь. Кроме того, я еще принес много нужных материалов для того, чтобы облагоустраиваться внутри землянки. Сейчас я покажу, что именно я притащил. Причем пришел я вчера вечером. Пришлось сделать 2 ходки, потому что за раз все я унести не мог. Сначала я принес тяжелые вещи. Аккумулятор, пауэрбанк и кое-какие мелочи. Ну а потом второй ходкой забрал более габаритные, но в принципе легкие вещи. Вчера опять же я очень уставший, вечером кое-как успел до темна все это доставить сюда, заготовил дров и рано улегся спать, потому что
как я уже говорил, был очень уставший. Сейчас я покажу, что же конкретно я сюда принес. Ну что ж, с новым аккумулятором лампочки светят поярче, думаю, все нормально видно. Ну и первым делом бросается в глаза, наверное, эта раковина. Старенькая, ржавенькая, но ее можно хорошенько зачистить, покрасить и будет как новая. Видите, еще трубы сантехнические для отвода воды из раковины. Уголки также для проведения ее. Вот это ведро я буду использовать в качестве емкости для воды. Вот здесь такой штуцер, на который я надену шланг. И вот такой красивенный кран, новый, но самый дешевый, пластиковый. Но я думаю, проработает нормально. Тоже вот такой же штуцер. И соединю ведро с этим краном на раковине, вот этим шлангом гибким. Что еще у нас есть? Да, есть вот такой материал. Это войлок, но не такой привычный нам, как на валенках, толстый, а он не очень плотный, не очень толстый. Его я хочу использовать в спальных зонах, там где стоят кровати. Обшить эти стены, чтобы из них, из щелей, не сыпался песок никакой, чтобы было удобно и меньше продувало. Хотя, в принципе, все обсыпано землей, продувать не должно. Но я думаю, хуже не будет. Он такой приятного цвета, такого цвета, как в казино столы с рулеткой или бильярдное сукно. Вот такой вот цвет, думаю, будет замечательно смотреться в сочетании с остальными бревнами. В общем, хочу сделать вот эту стену возле кровати. Вот это вот специальные брусочки нарезанные, которые я буду крепить к бревнам. А уже к брусочкам пристреливать и растягивать ровненько вот эту ткань. Ну и также здесь на лежанке я хочу разобрать всю эту конструкцию из ДСП и выставить ее как положено, чтобы была перила у головы, у ног и боковое тоже в один уровень все было, чтобы достаточно красиво все смотрелось. А все остальное тоже зашью вот этой вот войлочной тканью. Что еще у нас? Да, это снасти для зимней рыбалки. Поплавочки, кивочки, мормышки, леска. Скобы для степлера и степлер для того, чтобы прибивать войлок. Ну и это мои лекарства. Это травы для настоев и таблетки от давления. Так как я гипертоник, то таблетки мне нужно пить каждый день. Вот. Это, собственно, одна из причин, почему я уехал жить в лес. Для того, чтобы немного поправить здоровье. Потому что спокойная, размеренная жизнь, свежий воздух, я думаю, немного помогут восстановлению моего здоровья. Раковину я хочу установить вот здесь над печкой, возле дымохода. Я думаю, что там будет и емкость с водой над ней, лучше прогреваться будет теплая вода. Ну и в принципе не так будет мешать на проходе. И вот здесь сделать своего рода такой каркас под столешницу. Причем вырезать палку из орешника, которую можно изогнуть вот так вот дугой и подойти сюда. И здесь будет стоять раковина, а здесь такой полукруглый столик из камня, на который можно сложить какую-то посуду или другие вещи. А сам каркас полностью я буду делать из дерева и мелкими тонкими прутиками обошью такую обрешетку, чтобы сверху можно было на глину положить плоские камушки и сделать такую столешницу из камня. Думаю, будет очень эффектно смотреться. Но отвод воды из раковины здесь под стеной я не могу сделать, потому как она присыпана большим слоем земли, будет проблематично пробиваться на улицу. Поэтому придется обойти вот здесь и выйти под дверной коробкой. Ну вот такие вот планы на ближайшее время. Завтра вплотную займусь установкой раковины. Потому как на реке мыть посуду уже совсем холодно и неудобно, особенно в такой шторм. Ну а на этом буду с вами прощаться. Снова получился коротенький ролик, своего рода анонс следующему видео. Поэтому всем спасибо за просмотр. Всем пока. До встречи в следующем видео.